И снова всем привет на канале Мото с того бока. Сегодня мы не будем заниматься с Чизетом, сегодня мы будем заниматься с Юнкером. Пойдемте. Так, ну вот он, красавчик. Я очень давно к нему не подходил. Он уже такой пылью покрылся. Но надо что-то делать. Так, из того, что намечается на сегодня, заменил спинку. Здесь было повреждение. Вот видите, протерто. До этого менял левую дугу. Но я купил комплект, но поменял только левую сторону. Она тоже была. То есть владелец бывший падал на левую сторону и поврежденный глушитель. Вот. Я купил один глушитель, паук и новые выхлопные колена. Вот. Сейчас в планах установить выхлопную систему. Она не так просто здесь устанавливается. То есть вот эти вот сочленения, паук и трубы, все это нужно делать синхронно. Вообще одному довольно сложно. Но ничего, мы справимся. Далее будет немножко переделаться электропроводка. Вот этот щиток будет убираться, будут ставиться современные приборы. Ну и я так хочу. Панель есть запасная, заводская также остается. И все вот эти вот детали, они останутся нетронутыми. Электропроводку постараюсь минимально переделать. Возможно, даже вот соединительные места я сделаю так, чтобы просто разъединить. И если захочу вернуть все в сток, чтобы обратно просто повключать разъемы и все было по заводу. Реле будет также заводское. Я не вижу с ним проблем, если не делать замыкания каких-то, оно в принципе прекрасно работает. Зажигание пока будет контактное. Далее посмотрим. Также нужно доустановить шланги с системой охлаждения. Вот. Друзья, если кто знает, с какого-то автомобиля подходит вот такая вот штука. У меня не получилось найти, может кто-то в курсе. Это вот датчик закрывает. Может с восьмерки, откуда-то с классики. Так, радиатор стоит. Вилка перебрана. Диски. Диск новый, тормозной. Здесь тоже все по заводу. Шланг я поставил новый. Суппорт перебран. Резинки все новые. Шланг вот такой. Рукоятка. Рукоятка современная стоит вместе с машинкой. Такой вот шланг. Там она уже прокачана. Эта рукоятка тоже современная, но она хромированная. Единственное, что я здесь сделал, это вот болт из нержавейки вытащил. Его нужно пропилить, чтобы туда помещался тросик. Такая вот резьба большая получилась, по-моему, М10. Вот. Накатка специально покупал для этих целей. Ну, вот такие планы. Сейчас будем разбираться с выхлопной системой, потому что вот здесь вот у меня стоит закрученная флейта. Будем ее делать. Надо все найти. Уже даже и не помню, где это. Но будем искать. Далее вот эта вот вещь. Она ставится вот сюда. На нее устанавливается стоп-сигнал. Таким вот образом. Но здесь есть проблемы. Видно, да, коррозия. Вот, я ее пытался вычистить, насколько смог. Вот, она, вот эта вот пластина, она красится в цвет мотоцикла. Цвет такой. Но у меня нет такого цвета, поэтому я, наверное, загрунтую и покрашу пока в черный. Далее потом будет видно. Вот эти вот все недочеты я хочу убрать. Вот у меня стоит абразив с баночки, и я покупал специально пистолет. Ну вот он, собственно, рядом. И компрессором будем выдувать, сейчас пробовать, как это все будет. Тут пару углов пройти. С этой стороны, в принципе, я уже все сделал. Вот она лежит, наверное, уже месяцев 6 и не проржавела, вот где металл я обрабатывал. То
есть металл нормально. Так, ну что, давайте приступим. Так, ну что, нашел я коробку с запчастями. Вот тут глушитель, тут флейта новая. По идее, здесь тоже должна быть новая флейта, но мы сейчас проверим, я уже не помню, покупался давно все. Вот, колодочки новые. Ага, это ловушка для цепи на юнкер, тоже новая. Так, вот тут колено. Так, это что у нас? Я понял, это защита цепи. Сейчас посмотрю. Это защита цепи моя вот в таком вот виде. Вот здесь побита. Ну и она вот побита, видно, да? Хром испорчен. То есть вот здесь трещины. Тут, ну она как бы кривая, то есть обрывала цепь, я так понимаю. И вот там новая. Отлично, мы ее установим. Ну, давайте вскроем, посмотрим. Вот такая красота. Видно, что здесь нет наклейки, то есть она не устанавливалась, и следов прикручивания также нет. То есть абсолютно новая деталь. Так, смотрим дальше. Это два колена и паук. Да, и еще что-то. А что это такое? Вот так вот, да, покупаешь, а потом думаешь. Ну, все нужно, на самом деле. Сейчас там вскроем, посмотрим, что это такое. Хотя бы с краешку. Я понял. Это реактивная тяга. Это реактивная тяга. Моя, кстати, пожеванная. Сейчас я вам покажу. А я думаю, почему я такую поставил. Вот здесь вот волна идет. Вот видно вмятина. Сейчас, может быть, отсюда будет видно. Вот видите. То есть, когда цепь обрывала, здесь вот новые, видите, стоят. Но я установлю, естественно, ту. Она не должна быть прикручена. Скорее всего, я ее просто накину. Но цепь надо будет разъединять. Вот он замок. Откроем цепь. И заменим ее. Так, если кто не в курсе, то колена на юнкере, они свои. С Юпитером они не совпадают. У них угол другой и длина. Поэтому это была проблема, на самом деле, найти колено новые. Но мне улыбнулась удача. Так, открываем нежненько и аккуратненько. Сейчас возьму ножницы, наверное. Так будет более аккуратно. Короче, я уже не помню, но она ехала за 6000 километров откуда туда, в сторону Байкала. Вот. Человек, вообще был риск такой, то есть на Авито человек, не было отзывов о нем никаких. Но я подумал, то, что если обманут, то обманут. Как бы, значит, я того заслуживаю. Поэтому, ну, тут без вариантов. Один в стране всего лишь был продавец, у которого можно было купить колено. Но вот жалко, что один глушитель. Было бы вообще бы супер, просто супер. Ну ничего, и так тоже очень хорошо. Вот они. Это родные юнкеровские. Да, здесь, конечно, как всегда, сделаны они. Видно, да, вытарчивает вот эта плоскость. Но нужно померить, возможно, она в цилиндры зайдет. А так абсолютно новые.
чуть позже я вам покажу свои колена, которые у меня, они побиты вот здесь, то есть где-то тыкались мотоциклом. И левое колено, здесь большие вмятины, я повторюсь, мотоцикл падал на левую сторону. Ну, такая красота. Так, и второе колено. Я уже думал, какая-то ржавчина пошла, но нет, это просто грязь. К слову, на Юпитер можно тоже купить новые колена, но это будет все Китай. Там качество очень стрёмное, проще как бы свои захромировать, родные, если они не мятые. Вот, левый и правый различаются вот красками. Здесь вот синяя на одной видно. А вот здесь отдай. А здесь вот такая вот рыжая метка. Ну вот они, красавчики. Так, и паучок. Сейчас я распакую, покажу. Вот так вот. Соответственно, сюда приходит колено, а эта штука стоит у нас под двигателем. Вот таким вот образом. Здесь фиксируется тоже все новое, резьба новая. Вот. Буду ставить тоже его, хотя мой паук в порядке, но здесь вот нужно продуть от ржавчины, чтобы это не попало в цилиндры. Вот. Ну, потому что в моих нагар там и так далее масло я использовали то, что было как бы в свое время, поэтому так. Так, сейчас еще распакуем глушитель. Но даже найдя один глушитель и колено, это тоже здорово. Возможно, у кого-то есть новая выхлопная труба. Сейчас скажу, какая левая или правая. Я не помню, какую я купил. Ну, какая была. Вот она, красавица. Немножко ее полирнем средством для хрома. Здесь все родное. Откручено. Вот. Надо найти свою вот такую и тоже установить родную, потому что в моих там переделали, здесь были такие крупные выхлопные штуки. Они мне не нравятся, потому что вода будет попадать, когда мотоцикл будет стоять и так далее. Так, вот это у нас получается левый глушитель. Вот, изогнутость, то есть мне нужен правый, потому что на моем вот здесь вмятины в этом месте, скорее всего, тоже прикладывались на правый бок. Вот. Ну ничего, пока есть то, что есть. Зато с внешней стороны он также в хорошем состоянии. Вот. Ну все, переходим дальше. Так, а вот правый глушитель мой. Видно, да? Нагар конкретный. Надо сейчас это как-то удалить. И по весу он весит, наверное, в 3 раза больше, чем тот новый. И вот выхлопнушка, как сделано, видите, переделали. Ну, где-то были родные, нужно искать их, сделать как по заводу. Вот. Видно царапины, вот. Тут небольшая вмятинка. Вот. И вот царапина. Нужно это попробовать заполировать. И вот повреждения. Но левый глушитель гораздо в худшем состоянии. Вот еще терло за раму. Ну вот, надо его подготовить для установки.
а потом уже ставить. Поэтому сейчас будем пытаться промыть его как-то бензином, ёршиками, может еще чем-то. Даже не знаю. Но вот так ставить нельзя. Мотоцикл есть чистенький, а вот это... Поэтому вооружаемся щетками и вперед. Так, ну что, достаем флейту. Сейчас будем дудеть. Вот такая вот красота. Она еще, по-моему, подгнила. Поэтому мыть мы ее не будем. Есть новая. Так что вот здесь она. Но глушитель все равно надо мыть, так как второго чистого я не нашел. Блин, ну там трэш, конечно. Там полный трэш. С этой стороны тоже. Блин. Ну, сейчас придумаю, как отмывать. Потом покажу вам. Итак, положил на донышко белую такую штуку, чтобы не пробить. Буду постукивать. Замотал один край, взял пробку от литого. Ну, вот так вот замотал. Тут супер герметичность не нужна. Сейчас попробуем. Конечно, изолента, скорее всего, разъест, но сколько-то мы успеем сделать. Надо хотя бы понять, будет ли бензин отмывать это все. Если не будет, то у меня там есть химоза специально. Будем ей пробовать. Но хочется просто бензином. Так. Ох, твою мать. Походу бензина надо много. Такая вот шляпа. Прикольно, да? Ну и чего? Моем тогда. Сейчас нальем побольше. А все, бензин кончился, блин. На заправку ехать что-то совсем не хочется. Какие-то гайки, блин. Да, гайка на 8. Слушайте, ну отмывается. Я прямо уже практически вижу стенки. То есть она за время лежания, короче, отмокла. Но я думаю, надо повторно наливать. Как бы большие фракции грязные вымываются. Будем их оставлять, потому что бензина у меня мало. Глушитель прям полегчал.
Да, механическое бы воздействие какое-нибудь было бы вообще бы. Типа что-нибудь насыпать сюда, гаек каких-нибудь. Но отмывается, видно. Такая вот чистенькая работа. А что поделать? Очень долго я не хотел это делать, искал другой глушитель, но вот все равно приходится этой грязной работой заниматься. Был бы, конечно, не мой мотоцикл, а кто-нибудь заказывал ремонт, конечно, давно бы уже все сделал. Но для себя любимого не хочется. Но как мы видим, глушитель цел. То есть он не течет нигде. Вот место вот в этом месте. Никакой течи. Ой. Значит, не пробит насквозь. Пришлось бы паять. Или заваривать. Наверное, бы заваривал. Ух, твою ж здесь. Сейчас покажу вам, что тут у меня вымылось. Даже не знаю, куда его прислонить, блин. Пусть покиснет. Такая вот форчма. Так, ну что, друзья, отмыл я глушитель. Насколько это получилось, сейчас попробую показать. Наверное, не видно. Сейчас фонарик возьму. Так, взял фонарь. Сейчас покажу вам. Вот стенка, видно, да? Эх, селенки покинули меня. Вон. В принципе, нормально. Вот. Теперь будем собирать дальше.